Всем привет! Меня зовут Катя и добро пожаловать на канал Гудзик DIY. Подготовка к Пасхе идет полным ходом. Я хочу показать вам, как своими руками из очень простых и доступных материалов сделать вот такую милую смешную курочку. Для основы понадобятся капроновые колготы или носки. Заполняю колготы цементом. Я покупала уже готовую смесь, поэтому не подскажу, какие должны быть пропорции цемента и песка. Оставила заготовку на 4 дня, чтобы она как следует просохла и набрала прочности. Теперь можно освободить заготовку от капрона. Эта цементная заготовка оказалась не очень качественная. С нее буквально осыпается песок. Я думаю, что просто неправильно были соблюдены пропорции и песка добавили слишком много. Чтобы хоть как-то спасти положение и с заготовкой можно было работать дальше, пропитываю ее разбавленным клеем ПВА. И после высыхания покрываю тонким слоем воздушного пластилина. Голову приклеиваю также из воздушного пластилина. После высыхания первого слоя наношу второй, более толстый. Стараюсь, чтобы слой был единым, без заломов и проплешин. Пока пластилин еще влажный, вдавливаю в него кружево. Вдавливать нужно как следует, чтобы четко отпечатался рельеф. На следующий день, когда пластилин как следует высох, кружево можно убрать. Ну а можно оставить и так. Так получится выпуклый рельеф. Голову покрываю еще одним слоем пластилина и делаю плавный переход к туловищу. Для клюва смешала желтый и красный воздушный пластилин. Моя курочка мультяшная, без всякой претензии на реалистичность. Поэтому и пропорции можно делать какие угодно. Пока пластилин не застыл, разделяю клюв на две части. К этому же оранжевому цвету добавила немного красного. Я хочу, чтобы клюв и гребешок отличались между собой по оттенку. Глазки делаю из небольших шариков пластилина. Немного их сплющиваю, а по центру делаю углубление, чтобы вставить зрачки. А пока пластилин сохнет, можно приступать к лапкам. Для них нужно будет сделать каркас из проволоки. Получившуюся заготовку оборачиваю фольгой, чтобы нарастить объем. И после этого оборачиваю пластилином. Для крыльев и хвоста понадобится шаблон. Я вырезаю его на глаз.
Складываю лист пополам и вырезаю что-то наподобие сердечка. И посередине вырезаю еще один округлый элемент. Этот же шаблон немного сузила по краям и получился шаблон хвоста. Я ссылки на эти шаблоны оставлю в описании под видео. Вырезала их из тонкого картона. И теперь эти заготовки покрываю пластилином с обеих сторон. После высыхания тонкого первого слоя наношу второй слой, уже более густой. И на нем уже создаю нужную мне фактуру. После высыхания первого ряда перьев делаю еще такой же слой. Решила еще добавить рябые вкрапления на крылья. К белому пластилину добавила желтый и черный цвет, но не перемешивала их до однородного цвета, а оставила такие вот мраморные прожилки. На лапках уже высох первый слой пластилина и покрываю их еще одним слоем. Приклеиваю все элементы на свои места только после полного высыхания пластилина, так как термоклей просто не будет держаться на влажных поверхностях. Стык между крылом и телом также закрываю пластилином и делаю на нем похожую фактуру. Лапки буду крепить на такие вот жесткие шнурки. Это ручки от бумажного пакета. Закрепляю их с помощью пластилинового шарика. Еще раз покрываю пластилином и отправляю сохнуть. Клюв и гребешок хочу затонировать в технике сухой кисти цветом охра. Делаю небольшой градиент. На самый кончик наношу цвет более плотным слоем. И этим же цветом подчеркиваю фактуру на крыльях и хвостике. Светло-серым цветом прохожусь по кружевному рельефу и его же добавляю на крылья, клюв и гребешок, а сверху прохожусь золотистой краской. Конечно, всего этого можно и не делать, оставить курочку просто белой. Но у меня белый стеллаж, на котором она будет сидеть, и мне хотелось бы, чтобы она сильнее выделялась на его фоне. Лапки уже высохли, и их можно приклеивать на место. Бетонные заготовки часто получаются слегка заваленными на один бок. И чтобы моя фигурка сидела ровно, я вот так неравномерно распределяю шнур по дну. Где-то больше, а где-то меньше. Воздушный пластилин пористый материал и легко пачкает. Поэтому лучше покрывать изделие акриловым лаком, особенно если оставляете его не окрашенным. Если пластилин окрашен акриловой краской, то краска уже создала на нем защитную пленку, и можно лаком в принципе не покрывать. Мне очень нравится, как подобные фигурки смотрятся парами. И я скорее всего сделаю еще одну такую же курочку. Вторая заготовка чуть-чуть побольше у меня еще осталась. Спасибо за просмотр. Желаю всем хорошего настроения и увидимся с вами совсем скоро в моем новом видео.